Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, как можно правильно привлечь денежную энергию с помощью цифр на купюре. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Также возьмите обязательно свои купюры в кошельке и те деньги, которые у вас есть в тайнике, и проверьте, насколько эти купюры привлекают денежное изобилие в вашу жизнь. Друзья, прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя. Здесь на этом канале очень много полезной, важной и нужной информации для каждого подписчика. Гости канала выходят каждый день. Обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Мы неоднократно говорили о том, что деньги – это достаточно сильная денежная энергия, и без нее прожить практически невозможно. Во все времена люди постоянно ищут различные способы для привлечения этих энергий в свою жизнь. И сегодня в этом видео мы поговорим о том, как же взаимодействуют энергии денег и чисел, и как мы, понимая энергию чисел, энергию денег, их взаимодействие, можем привлечь в свою жизнь достаток, финансовое благополучие и изобилие. Если мы возьмем любую купюру любой страны, банкноту, то мы увидим, что на всех купюрах всегда во все времена присутствуют числа. Это может быть как номинал, так и серийный номер. И все они несут в себе определенную энергию. Часто, откладывая деньги на свое дальнейшее будущее, мы совсем не задумываемся, какая цифра на этих купюрах присутствует. Но вы знаете, именно они могут много и рассказать о вашем подсознательном отношении к финансам. Вы знаете, что одни люди притягивают к себе деньги, как магнит, они являются для денег, а другие, наоборот, отталкивают деньги. У одних людей, возможно, вы видели, что большие суммы денег вытекают сквозь пальцы, а у других деньги множатся, при этом с необъяснимой скоростью. И если рассмотреть и внимательнее отнестись к цифрам на деньгах, то можно получить определенные важные подсказки, которые в корне изменят вашу жизнь, позволят сократить ненужные финансовые расходы и даже значительно приумножить деньги. Потому что каждое число несет в себе определенную энергию. И есть числа, которые приносят богатство, изобилие, достаток, финансовое благополучие, а есть наоборот, безденежье и разруху. Поэтому обратите особое внимание на цифры, которые не приносят финансовый успех. И это единица в паре с нулем. Это цифры, обладающие энергией расточительства. Не стоит откладывать деньги с такими числами, например, как 100, 1000. Если вы будете откладывать такие купюры, то это будет приводить к таким обстоятельствам, что вы будете их постоянно тратить. Нежелательно также получать зарплату или что-либо подавать в таких купюрах. В этом случае денежная энергия, к сожалению, обойдет вас стороной. Если мы говорим о цифре 2, то это символ нужды и символ долгов, кредитов. Поэтому никогда не получайте зарплату или приобретайте вещь с двойками. Это касается и цифры 11, так как если сложить ее, то получится цифра 2. Ни в коем случае не берите кредит на сумму с двойкой, например, 2000, 20 тысяч и так далее. Почему? Дело в том, что вернуть такую цифру денег будет практически невозможно. А также ни в коем случае не одалживайте такие суммы, потому что это говорит о том, что вам, скорее всего, такие деньги не вернут. Если все же в жизни такое случается, что вам в руки попали купюры 100, 200, то, взяв их в руки, скажите следующие магические слова.
Купюры, вы в жизнь мою пришли, вас прошу, вреда мне не причините, бедность не притяните, а денежной энергией меня окружите. Далее семерка. И вы знаете, семерка обладает энергией материальных потерь с точки зрения денежной энергии. Эта цифра таит в себе очень большую опасность, так как любит преподносить определенные сюрпризы. Нежелательно купюры с цифрой 7 дарить, а также покупать товары с цифрой 7 в ценнике, так как возможно непредвиденные потери в вашей жизни. И вы знаете, есть цифры, которые обладают двойственностью. Они могут принести как прибыль, так и убыток. Поэтому нужно знать, как все-таки их правильно применять в своей жизни. И начнем с числа 3. Обращаем ваше внимание, что число 3 будет приносить удачу, если ваши дела будут связаны с постоянным движением денежных потоков. Эта цифра обожает активность, это расширение бизнеса, это дополнительные заработки. Но для сбережений она совсем не подходит, так как лежать без действия на карточке или в кошельке она спокойно не будет. Поэтому откладывать деньги в сумме 300, 3000, 30 тысяч не стоит. Они быстро будут тратиться, а вот пускать их в дело – это пожалуйста. Далее цифра 5. Цифра 5, она обладает энергией приобретения и энергией удовольствия. Удача ассоциируется с этой цифрой. Она чудесна для любого использования. Если она есть на ценнике, покупайте и не задумывайтесь. Внося суммы с пятеркой в бизнес, вы получите достаточно большую прибыль. Если вы подарите сумму денег с пятеркой, то в скором будущем деньги вернутся к вам в большом количестве. Но обращаем ваше внимание, никогда не храните деньги в сумме 500, 5000, 50 тысяч и так далее, так как вам все время будет хотеться потратить им на удовольствие, при этом в разных сферах или разного вида. Далее цифра 6. Обращаем ваше внимание, что цифра 6 – это энергия труда и рутины. Она притянет в вашу жизнь деньги и только на самое-самое необходимое. Вы не будете нуждаться в деньгах на минимальные расходы, но позволить вам что-либо больше шестерка, к сожалению, не позволит. Цифра 6 напрямую связана с денежной энергией труда. Если вы получаете зарплату, например, в сумме 6 тысяч, то дается она вам с трудом. Вы должны мириться с определенными ограничениями. Откладывать деньги в такой сумме тоже не стоит, так как к ним будет прирастать очень незначительная сумма. Далее цифра 9. И цифра 9, мы сейчас вас, наверное, расстроим, но все же цифра 9 безразлична к финансам, но она не несет негатива в отношении денег. Она очень снисходительна к тем, кто заботится о других. Купюры с цифрой 9 нужно отдавать на благотворительность. Это приумножит денежную энергию вокруг вас, и она притянет к вам еще большие суммы. А вот самые счастливые денежные цифры, они являются покровителями финансов, привлекают достаток и приумножают сбережения. Что же это за такие цифры? Во-первых, цифра 4. Обращаем внимание, что это число стабильности, эта цифра хороша для сбережений, она дает возможность планировать расходы и доходы, а также уберегает от расточительства и бессмысленных трат. Далее цифра 8. Цифра 8, знаете, это своеобразный магнит, который притягивает денежные потоки в вашу жизнь. Именно цифра 8 является символом бесконечности. Это число нам дает возможность заработать деньги, увеличить свои накопления. Она также способствует получению денег из различных источников. Для того, чтобы привлечь денежные энергии в свою жизнь, подумайте, для каких целей они вам действительно нужны.
Возможно, используя различные цифры, денежные комбинации, вы сможете привлечь деньги в свою жизнь, приумножить свои доходы и жить так, чтобы действительно ни в чем не нуждаться. Поэтому обязательно прямо сейчас, после просмотра этого видео, или еще раз просмотрите это видео, запишите тезисно, за что отвечает каждая цифра, а также какие цифры нельзя использовать в своей жизни, в своем кошельке для сохранения. И еще раз просмотрите те купюры, которые у вас есть. И сделайте для себя определенные выводы, проанализируйте и начните действовать. Друзья, помните о том, что цифры имеют достаточно сильное и магическое значение. Только многие, к сожалению, игнорируют эти загадки от чисел. Друзья, мы надеемся, что эта информация была для вас полезна и интересна. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации.